Добрый день! В сегодняшнем видео замок, который считается одним из самых ранних и мистических зданий эпохи Возрождения в Литве, да, пожалуй, и вообще единственным в своем роде. О мистике, связанной с замком, поговорим чуть позже. Название замка в плане произношения для меня оказалось крайне трудным, поэтому часто его употреблять в видео не буду, дабы не раздражать тех, кто знает правильное название. И поскольку с носителями языка в тот день пообщаться не получилось, никого кроме двух рыбаков я не встретил, то пришлось обратиться к литовскому справочнику по произношению. Замок Сэшикяй располагается в Укмерском районе, на южном берегу одноименного озера, всего в паре километров от городка с таким же названием. Береговая линия озера настолько извилистая, что понять, что это именно озеро, а не река, получилось не сразу. Сам городок совсем небольшой. В 2021 году население составляло 397 жителей. Естественно, название населенного пункта связывают с фамилией основателя замка. В этом месте вы не встретите автобусы с туристами, да и не автобусы, скорее всего, тоже. В настоящий момент замок закрыт для посещения. Тем не менее, официальный сайт замка существует и даже вроде бы не так давно обновлялся. Из этого же ресурса можно узнать, что с 1992 года замок объявлен объектом археологического, исторического, инженерного, архитектурного и художественного культурного наследия государственного значения. В настоящее время первый этаж замка полностью отреставрирован, на втором ведутся научно-исследовательские и реставрационные работы. Посетители допускаются на оба этажа и могут ознакомиться с аутентичной настенной росписью и архитектурными решениями. Проводятся часовые экскурсии с гидом. Конечно, это всего лишь цитата с их сайта, и ничего подобного я не заметил. На аутентичную настенную роспись было бы интересно взглянуть. Далеко не везде она сохранилась, а учитывая возраст здания, вообще кажется уникальной. С другой стороны, и хорошо, что все происходит, как происходит, потому что в итоге получаем идеальное место для отдыха в тишине и вдалеке от городской суеты. Да и сам замок оказался весьма симпатичным. Сэшикей был построен в 1492-1517 годах Габриэлем Далмантосом Сисицким. Сисицкие – это дворянский род литовского происхождения в составе Великого княжества Литовского. На русском вы навряд ли что-то о них прочитаете. Информация доступна на литовском и польском языках, да и то весьма разрозненная и противоречивая. Поэтому постараюсь опираться только на те источники, которые особых сомнений не вызывают. Род происходит от Далмантуса, сына герцога Утины Витаса. В свою очередь Витас по прозвищу Волк был литовским князем, который упоминался в русских летописях. Согласно летописям Воскресенска, он являлся бывшим сыном Данила, внуком князя Ростислава Лукомольского. Витас был родом из Константинополя и правил вместе со своим отцом после смерти Миндаугаса. Напомню, что Миндаугас был первым королем Литвы. В целом, историчность Витаса часто рассматривают со скептицизмом, но это то, что на поверхности. Я нередко прибегаю к поиску информации на сайте Gena.com и уже неоднократно убеждался в полезности этого ресурса. Вот и в этот раз, как говорится, аппетит пришел во время еды. Быстро выяснилось, что тот же герцог Витас оказался вполне реальным историческим лицом. Вопрос о его происхождении и, соответственно, сисицких оставался некоторое время открытым. То, что я изложу дальше, может оказаться и просто красивой сказкой. Каких-то прямых исторических доказательств этому не существует. Однако, уходя все дальше вглубь веков, можно найти, что этот род ведет свое начало от династии Полимона. Впрочем, скорее всего, то же самое можно сказать и о многих других дворянах Литвы. Дело в том, что Полимон – это мифический основатель и родоначальник династии литовских князей Полимоновичей. Эти легенды возникли в 15-16 веках, когда литовцы искали благородные корни народа, которые можно было бы противопоставить польскому утверждению о том,
что они возделывали варварскую землю Литвы. То, что литовцы стали искать свои корни так далеко в самом Риме, не является чем-то необычным в контексте с тех времен. В то время значительная часть евразийских государств утверждала, что они произошли от Римской империи или даже являются ее прямым продолжением, как, например, Османская империя. Но есть одно «но». Дело в том, что легенды о Полимоне были не только у литовцев, но и у римлян, что заставляет взглянуть на легенду уже не совсем как на легенду. Римляне считали, что Полимон – родственник императора Нерона, спасаясь от жестокости императора с 500 знатными семействами, приплыл к устью Немана, а по Неману добрался до рек Дубисы и Юры. Здесь они поселились, назвав эту землю Жемайтией. Другое название Жемайтии – Самогития. Самогития постоянно упоминается как место происхождения родственников сиситских. Но другое интересное название Жемайтии – Жмуть. Впрочем, это уже относится к другим историческим летописям. Считается, что от династии Полимона произошла династия Гедеминитов. Правители династии Полимона якобы правили Литвой до XIII века. Последним ее членом был Ремга, со смертью которого династия Полимона закончилась. Впрочем, и сам Ремга, или Рингаудас, почти мифический литовский князь, как и Полимон. Легенду о Полимоне немного развил польский историк Маций Стройковский, который передвинул переселение на 452 год и объяснил его тем, что предки литовцев спасались от зверств Аттилы. В биографии Нерона Светоний сообщает: расширять и увеличивать державу у него, имеется в виду Нерона, не было ни охоты, ни надежды. Даже из Британии он подумал вывести войска и не сделал это лишь из стыда показаться завистником отцовской славы. Только Понтийское царство, согласие Полимона, да Альпийское после смерти Котия он обратил в провинции. Конец цитаты. Авторы легенды довольно плохо знали географию Литвы и Беларуси. Кроме того, существовали многочисленные хронологические проблемы, а также несоответствия с некоторыми другими источниками. Поскольку большая часть текста касается окрестностей города Новогрудок, легенда, скорее всего, возникла именно в этом городе. Легенда о Полимоне довольно широко рассматривалась в историографии. Еще во второй половине XV века Ян Длугаш писал, что у литовцев римские корни, но не углублялся в детали. Легенда о Полимоне и основании Литвы впервые упоминается во второй редакции белорусско-литовских летописей, созданной в 1520-х или 30-х годах. До публикации хроники Быховца, это третий свод белорусско-литовских летописей, созданный в XVI веке на западнорусском языке, в 1846 году, многие были уверены в том, что легенда сочинена Стройковским, хотя Василий Татищев обращал внимание на то, что некоторые элементы легенды имеются у ряда более ранних историков. В историчности легенды сомневались уже в XVIII веке. Так, например, Карамзин писал, что известия о происхождении литовцев баснословны и явно основаны на догадках. После обнаружения хроники Быховца ее исследовал Теодор Нарбут. Он был уверен в достоверности сказания, однако отверг версию о римском происхождении литовцев, считая их потомками герулов, а герулы, как известно, были древнегерманским племенем. Позднее Иосиф Ярошевич, который издал сводную работу по истории Литвы, хотя и принимал многие положения Нарбута, назвал легенду о переселении литовцев из Италии сущей басней. В современной историографии принято считать, что легенда была придумана в XV или XVI веке с целью доказать происхождение высшей литовской знати от римлян и литовской государственности от римской. Белорусский историк Виктор Федосик, рассмотрев в античных источниках несколько персон с частями имени Полимон и Либон, предположил, что наиболее подходящей фигурой в соответствии с литовским вариантом легенды может быть Полимон II, живший во времена Нерона. Родственные связи Полимона II с последним подтверждаются словами самого Нерона. Последние сведения о Полимоне II связаны с нахождением в Киликии,
между 64 и 74 годами. Был ли Палемон выдуманным персонажем, решать вам. Могу лишь добавить, что для выдуманного персонажа у него тщательно задокументированное генеалогическое древо с именами всех князей и правителей из династии. Ну а данный замок более чем реален, и строили его тоже реально жившие люди. О том, что замок строился как крепость, свидетельствует наличие мест в стенах для размещения огнестрельного оружия и то, что они охранялись с трех сторон глубокими, заполненными водой рвами и насыпями. По поводу количества башен. По одной версии было две цилиндрические и одна четырехугольная, по другой было четыре башни. В любом случае, на сегодняшний день осталось только две. В конце 17-го, начале 18 века поместье с замком принадлежало Миколасу Далмантусу Сисицкому, ну или Михаэлю, тут уж как кому угодно. В 1704 году замок был сильно поврежден и разграблен шведской армией. После смерти Михаэля Сисицкого в 1713 году поместье в качестве приданого его дочери Марцианы Сисицкой досталось князю Михаилу Антонию Радзивиллу. Вообще надо сказать, что брак с Марцианой Сисицкой значительно расширил земельные наделы Радзивилла. В частности, ему стали принадлежать село Полонечко, ныне Барановичский район Брестской области Беларуси, и другие имения в Новогрудском воеводстве. Дочь Изабелла от этого брака впоследствии выйдет замуж за Каштеляна Троцкого и писаря Великого Литовского Тадеуша Франтишека Агинского. Впрочем, это будет уже совсем другая история. По понятным причинам Радзивилл не стал управлять сильно разрушенным поместьем и в 1745 или 46 году продал его замковому смотрителю из Укмерге Константинусу Даугеле. О нем ничего интересного я рассказать вам не смогу, но хорошо известно, что как собственность семьи Даугела замок оставался до 1940 года. В 1820-45 годах замок был отреставрирован по проекту Доминика Даугелы и приобрел черты классицизма. Скорее всего, именно в этот период остались только две башни. Также были построены конюшни в стиле классицизма и склад зерна. Во времена Доминика замок славился своими коллекциями: картины, скульптуры литовских божеств, коллекциями рукописей, коллекциями нумизматики, фарфора, столового серебра, археологических предметов и оружия. В библиотеке насчитывалось около 5000 книг. Вплоть до 1939 года у замка стояли 7 пушек. Архивы и художественные коллекции исчезли во время Первой мировой войны. Оставшиеся ценные предметы были разграблены или вывезены после 1940 года. В замке был оборудован языческий храм с алтарем, где находились статуи Перкуноса, Патримпы и Пикулиса, а также животные, которым поклонялись древние литовцы. Упоминается, что статуи стояли еще до Первой мировой. После Второй мировой, с 46 по 52 год, во дворце находилась семилетняя школа. Позже здесь действовал кинозал, а также было оборудовано несколько квартир для работников фермы. Но после 1972 года здание стало полноценной заброшкой. В 2019 году здание было передано Укмерскому краеведческому музею. И напоследок традиционный обзор прессы. Статья была размещена в 2022 году на портале Made in Vilnius LT. И речь не идет как раз о том, чего мы с вами сегодня не увидели, об интерьере замка. Рассказывает администратор замка Аудрис Матулайтис. В замке частично сохранилась оригинальная живопись. Она соответствует западной моде, изображает 12-месячный цикл человеческого труда, использует мифологические мотивы и основана на сюжетах метаморфоз Овидия. На втором этаже замка окна и двери устроены таким образом, что во время зимнего и летнего солнцестояния можно наблюдать очень интересное, необыкновенное зрелище. Во время зимнего солнцестояния в полдень лучи солнца появляются прямо у дверей часовни. В день летнего солнцестояния, перед самым закатом, над входом в течение 10 минут сияет фиолетовый луч. Возникает мысль, что окна и двери специально расположены таким образом не случайно. Подобные вещи в храмах известны с давних времен,
они были популярны в итальянских церквях. Так что все эти обстоятельства позволяют назвать замок мистическим, сказал Матулайтис. Дальше в статье идет речь о планах по реконструкции замка и то, что после ремонтных работ продолжит работу музей, главным экспонатом которого станет сам замок, его история и картины. В статье 3 года, и видно, что не все получается на данный момент. Впрочем, как я уже отметил, для прогулки место и так привлекательное. И, пожалуй, это все на сегодня. Не забывайте поддерживать канал своими комментариями и подпиской. И если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Благодарю за внимание и до новых встреч!